Здравствуйте, Овны! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Сегодняшний расклад на неделю с 1 по 7 июня. Давайте посмотрим, что же вас ожидает, какие сегодня карты, в каких комбинациях, соответственно, у вас выпадут на каждый день недели. Напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, также можете оставить лайк или сообщение, как вашей душе будет угодно. Мне будет очень приятно, если вы сделаете какую-нибудь отметку. Я буду знать, что я не зря это видео записала, что вам подошел этот расклад. Также помним, это общий таро-прогноз, поэтому какие-то дни могут несколько смещаться по дням, хоть я делаю расклад по дням. Мне так удобнее. Надеюсь, вам тоже. Пишите в ваших комментариях, насколько вам такой формат расклада подходит, насколько он для вас актуален. В ближайшем будущем постараюсь сделать такой свой расклад, как я делаю еще на 2 недели, да, то есть с 1 по 15, соответственно, июня. Надеюсь, у меня хватит для этого времени, ресурсов, терпения и всего прочего. Итак, давайте посмотрим, Овны, что же ожидает вас. Неделя с 1 по 7 июня. Какие карты вам сегодня выпадут. Итак, Овны. Понедельник. Вторник. Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Смотрим. Первая карта у вас короля мечей, карта воздушного знака. Может речь идти про общение с воздушным знаком зодиака. Это весы, близнецы, водолей. Какие-то важные вопросы, касающиеся такого человека. Возможно, да, и по королю мечей также и вы можете проявлять себя таким образом. То есть вести себя как очень внимательный, проницательный человек, внимательный к деталям, который любит контроль над ситуацией, который очень влиятельный, который очень властный, где-то даже в чем-то агрессивный, если есть в этом необходимость. Ну и также ответственный в том, что вы делаете, как вы выполняете свою работу, допустим. То есть карта короля мечей — это карта такого мыслителя, идейного человека, который генерирует идеи, думает о том, как их воплощать в жизнь. То есть он все обдумывает, все продумано до мелочей. Карта короля мечей, она об этом. Итак, давайте посмотрим дополнение для Овнов. Почему выпала карта короля мечей? Здесь же королева жезлов — ваша стихия. Как я говорила, да, король мечей не ваша стихия, королева жезлов ваша. Потому что она про огонь, она про... Да, возможно, вашу стихию Овна может говорить о вас или про другой огненный знак. Лев, Овен, Стрелец. Но вот королева жезлов, работа, которую вы выполняете, настроенность, нацеленность на успех, на результат, строгость какая-то в отношении к окружающим и любовь к справедливости, которую вы здесь транслируете и показываете всем и даете это понять. Карта туза жезлов, карта решительных действий, которая тоже здесь вы производите, и причем по тузу жезлов вы готовы к каким-то новым начинаниям, переменам, каким-то идеям, которые хочется воплощать в жизнь, то есть делать конкретные шаги для достижения этих целей. Вы здесь проявляете свою силу на полную, показываете свою готовность что-то делать, да, над чем-то работать. Туз жезлов. Давайте посмотрим для Овна вторник, почему выпала карта туза жезлов. Тут же король, рыцарь жезлов, тоже огненный знак. Снова-таки стихия огня, порывистости, решительности и деятельности для вас. То есть очень активное начало недели, когда вы выполняете работу со всем энтузиазмом. То есть готовность делать, работать, горите идеей. То есть чего бы это ни касалось, в отношениях страсть, проявление страсти, в работе страсть и активность в работе и нацеленность на результаты. Такая вот, знаете, как лошадь здесь на дыбы встала, конь на дыбы. То есть готовность мчаться, делать, достигать, то есть не медлить. Карта семерка жезлов показывает борьбу, да, преодоление препятствий, сложностей, но вы как будто бы занимаете лидирующую позицию, вы выше всех и преимущества определенные имеете. Поэтому если у вас возникает какая-то конфликтная ситуация на работе или какие-то распри с окружающими, по этой карте у вас есть преимущество, у вас есть в определенной степени карт-бланш такой. И вы стойкие в том, что здесь происходит, преодолеваете эти напасти, эти сложности, легко
справляетесь с критикой и в целом не боитесь сложностей. Давайте посмотрим дополнение для нее. Дополнение здесь 5 жезлов, то есть готовность тоже преодолевать трудности, препятствия, готовность решать какие-то сложные вопросы. То есть для вас здесь не существует закрытых дверей или каких-то явных трудностей. И вместе с 7 мечей, которая в четверг показывает возможность столкнуться с какой-то нечестностью, с какой-то ложью. Сейчас, секундочку. Да, простите, немножечко прервалась. Дело в том, что 7 мечей, да, она говорит о том, что в этот день могут быть какие-то интриги, какие-то тайны вокруг вас, или что-то может быть не совсем честно или правильно сделано вами по 7 мечей. Но давайте посмотрим уточнение, что же здесь имеется в виду для овнов, почему в четверг выпала у вас эта карта. И здесь же выпадает 4 мечей, то есть необходимость сделать паузу и задуматься о том, настолько ли все прозрачно, как вы себе представляете, не занимаетесь ли вы в какой-то степени самообманом, потому что 7 мечей, она говорит о том, что вы можете как будто бы не видеть вещи ясно или иметь представление ложное, ошибочное о чем-то. И по 4 мечей нужно хорошенько обдумать все детали, если вам нужно здесь принимать какие-то решения. То есть спокойно, сосредоточенно, проанализировав ситуацию. Также, кстати, 4 мечей и 7 мечей могут говорить о смене пейзажа за окном, смене картинки за окном, когда вы куда-то едете и есть необходимость, соответственно, да, опять-таки разобраться в себе, в каких-то вопросах, которые здесь у вас возникают касаемо этой поездки, возможно, по этой карте, а также о том, стоит ли, допустим, поступать нечестно. Хорошенько подумать, если у вас есть какая-то здесь возможность поступить каким-то образом нечестным, да, потому что помним, что в любом случае все всегда становится явным и выходит на поверхность, поэтому лучше здесь быть честными и с собой, и с окружающими. Карта 9 жезлов, карта приложенных усилий, возможно, необходимости над чем-то потрудиться, довести начатые дела до конца, и вместе с картой смерти у вас действительно может быть проявление упрямства в том, чтобы что-то завершить, закончить, довести до конца, но вы готовы со спокойствием идти, собственно, к своей цели для того, чтобы что-то завершить и освободиться таким образом от какой-то работы или какого-то обязательного действия, которое над вами, соответственно, имеется. И карта 2 пентаклей, карта событий, когда у вас день наполненный какими-то хаотичными событиями, много действий, много есть у овнов здесь задач, которые вы в субботу пытаетесь выполнить, все успеть, совсем справиться. И тут же карта овна, выпадает император. Скорее всего, благодаря вашему умению правильно планировать, правильно расставлять приоритеты, что важно, что второстепенно, вам удается здесь решать все эти вопросы, выполнять все ваши дела по императору. И вы здесь реализуете свои амбиции тоже успешно, потому что ловко удается вам со всем справляться. Кстати, может быть тоже какая-то поездка по императору. Вы куда-то можете здесь ехать, либо это как-то связано с таким мужчиной. Карта императора, да, мужская очень карта. И также еще и выбор, возможно, выбор касается какого-то в целом решения, которое вы должны принять, потому что 2 и карта императора — это ваша карта, либо выбор касается вот такого вот мужчины. Дальше идет карта башня, карта разрушения, возможно, каких-то ваших планов, либо по карте башня чего-то внезапного, неожиданного, что может произойти у вас в воскресенье, поэтому в целом нужно быть осторожнее. И здесь могут быть какие-то неожиданные события, касающиеся вашего дома, вашей семьи и в целом какой-то стабильности, о которой вы думаете. То есть что-то может быть что-то идет не по плану, не так, как вы себе хотели. И также, так как здесь все-таки это карта башни, возможно, есть какой-то конфликт, не дай бог, который возникает в кругу близких. Возможно, он касается каким-то образом финансовой составляющей, либо здесь есть какой-то в целом конфликт, когда высказывается что-то честно, прямолинейно, это может кого-то ранить или задевать. Ну и также, да, как карта прозрения, осознания и понимания каких-то вещей по башне, возможно, касающиеся вашей семьи или касающиеся
стабильности в вашем доме и опять-таки финансов в вашем доме. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для овнов на следующую неделю, неделю с 1 по 7 июня мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего, берегите себя. До скорого!